У нас в гостях Габриэла, ей есть 18. Приклад. Охуеть. Это шотган, что ли, блядь? Шотган, короче. Это самый короткий шотган в мире. Вот это на самом деле, это не винтовка, это пистолет. Оружия в этой стране очень много. Давай мне все свои деньги. Давай мне все свои деньги. No, don't Photoshop it. Друзья, голливудский отель и обоссанный асфальт перед ним. Страна контрастов. Спящих бомжей снимать не стал. Бомжи. Бомжи в Америке, в Лос-Анджелесе в частности, это уже довольно известная для русских тема. Тем не менее, даже когда я слышал про то, что там есть бомжи, я не мог представить, насколько их там много и как это жестко выглядит. Амиран в дневнике Хача очень неплохо показал эту историю. Мне понравилось, как он это прям сделал. Он даже это немножко гипертрофировал, но невозможно через экран слишком сильно воспринять бомжей, которые на самом деле там тусят вокруг тебя. Постоянно что-то тебя хотят, чтобы ты им что-то дал. В прошлом году, когда я жил там в даунтауне, я просто нравственно страдал от них. Каждый раз, выходя на улицу, я не мог пройти 10 шагов, чтобы тебя кто-то не доебался, попросил мелочь там и так далее, тебе стыдно не давать мелочь. В Саус Парке, кстати, неплохо показали. В общем, тогда я это тоже очень не любил. В этом году я жил в Марин-дель-Рей, там было попроще. В Беверли-Хиллз тоже их довольно мало, я тоже удивился. Я думал, там повсеместно они распространены. А проблема в том, что в свое время Джордж Буш отменил социальные дома для психов и бездомных. И просто они теперь предоставлены самим себе. Их не могут трогать, если они не нарушают явно закон. И поэтому они просто живут, там тепло, они живут в палатках, и в России они бы не пережили зиму, я думаю. Парни, я в центре даунтауна, здесь полный пиздец, здесь как раз огромное количество бомжей, они со всех сторон, и это очень печально, это воняет. Вот он спит, они все смотрят со всех сторон на меня и ждут. Ебать! А там, смотри, сколько их? Нихуя, Вот они, американские фривеи. Друзья, доброе утро или вечер. У нас в гостях Габриэла. Ей есть 18, ей есть даже 23. У нее очень классный бэби-фейс. Мы сейчас будем что-нибудь снимать, потом попытаемся съездить на Санта-Монику или что-то такое. I like more your sweater, this one, but we can get it in the end. Самая бэби-фейсная модель, которую я видел. Друзья, мы очень медленно расходуемся, как обычно, но мы еще даже час не снимаем, а через час не считается. I can remove the feeling that I'm shooting children. Like Good, keep it. Arching, yes. Yeah. Cover it with hair. It's getting oily. Yeah. I did it again. So. Yeah, and push a bit from sides. Снова, ребят, это где-то 10-я попытка. Я поменял карту памяти, потому что там она не работала. Габриэла сняла сейчас классный бумеранг. Блин, она такая милая на фотке. Я прям какой-то чмо рядом с ней. I'm looking like really ugly in front of you. So, сейчас мы будем снимать видео. Эта штука все время глючит, поэтому мы уже все сняли, не переживайте, но вы этого не увидите, к сожалению. Just moving with your hands and washing your meat on hands.
play with your hair. Yeah, О, это все еще записывает, ничего себе. Yeah, it's beautiful. Let's try to shoot that. So you are voting, whoa, shit, for Trump. What is that? Make America great again. We didn't shoot such sexy photo today. What the fuck? Actually, first girl in California Yay! which voted for Trump. What the fuck? The only girl in California that voted. So she is supporting Russians. I love all people. Okay, me too. I can't even listen, you want to eat with the tigers. Open your lips. Watch me again. People are funny, you don't even know about the shit that I've been. Oh, you mad cause nobody ever did it like me. All the care I would take, I would love that I'm the way you talk to me. I don't like that you covering your face. So let's. Oh no! I just got it all. Oh yeah. Here, I'll save it. I'll save it. Okay, that's cool. And so, and what you You take my love for granted. I just don't understand you. and what I'm you too good to you. You take my love for and your granted. hair is close to the right shoulder, yeah. Yeah, that's beautiful. Try to put your knee on this scotch, like right. Yeah, more arching and watch on me. Yeah, that's beautiful. Cool. Okay, put them together and watch me. The shoulders, like hair more on right shoulder. Cause I'm searching for these words. Еду сейчас к своему другу, грузинскому, между прочим, режиссеру. Познакомился с ним в техноклубе в Москве в свое время, 2 года назад. Видимо, он тогда подписался на мой инстаграм и написал, но тогда еще не снимал влоги, и все наши приключения на голливудских холмах, где мы там тусили в доме какого-то клевого режиссера голливудского, и там у него куча пушек было. Короче, я это все пропустил, сейчас, может быть, покажу со временем. Пока же едем на лошадках кататься. Субботний вечер, все почему-то рвут когти в центр. Американцы не так, как русские, проводят время дома. Настоящий горский всадник. Так, сейчас мне еще ослика приведут. Так, это мой идет. Нифига себе, какой тут здоровый. Такой славный. Nothing ain't changed, still an arsehole with insight, like all I did wrong. Когда мой чувак пускается в рысу, моя жопа просто очень сильно болит. Но пока все хорошо. Я даже, видите, научился влог вести. Кто-то из ребят написал, что они бигинеры. Я, в принципе, сам второй раз в жизни за лошадью, но я и в первый раз сразу галопом ехал, и нормально. Считаю, что это намного удобнее. Короче, в итоге всей нашей группе не разрешают перейти на галоп, мы все время идем. И это скоро превратится в пытку для наших задниц. Но мне все нравится, я люблю лошадок, я по ним соскучился. У меня очень резвый конишка, он все время хочет бежать, но в Америке все о безопасности. С другой стороны, концептуально на Западе чувствуешь действительно базовую вот, на всех уровнях очень безопасную жизнь. Это очень расслабляет. Для людей, которые живут в нашей стране, нормально всегда ожидать какого-то подвоха со всех сторон. Ты ожидаешь подвоха от людей вокруг, ты ожидаешь подвоха от властей, ты ожидаешь подвоха от полиции, от всех. Ты всегда должен быть настороже, ты всегда должен быть немножко опасен, чтобы ответить на такую опасность. И на Западе ты становишься реально мягче, потому что там в цивилизованном обществе люди настолько расслабились и перестали ожидать друг от друга подвоха, что это отражается просто на всем. Это отражается на поведении людей с незнакомыми людьми, на их отношении к чему угодно. Русский человек всегда относится с недоверием, например, к прохожим. Если к тебе подойдет на улице человек, начнет с тобой говорить, ты относишься к этому априори негативно, потому что, скорее всего, он хочет от тебя чего-то. И это что-то тебе, наверное, не понравится. В прошлом году в Америке я очень долго пытался привыкнуть к тому, что на улице постоянно ко мне лезут. Все люди начинают спрашивать, сколько стоит эта татуировка, какие у меня классные кроссовки, из Норвегии ли я приехал и так далее. Им просто такое ощущение, что им нужен просто повод, чтобы потрещать. И я долго не мог с этим
свыкнуться, потому что в России тупо, если посмотреть на человека, можно получить в лицо. Там же я там получал столько общения с незнакомыми людьми там, в течение дня, сколько я не получаю в России в течение года. Плюс оно все позитивно. То есть ты реально начинаешь расслабляться и открываться обществу. Люди всегда там очень открыты. Кажется, это как раз связано с чувством безопасности. Естественно, мы люди не априори опасные и недоверчивые. Нас довела до этого наша история. И я думаю, что если у нас поживет пара поколений в безвоенных условиях, без кризиса и голода, то мы тоже станем такими же расслабленными и позитивными. Но пока мы живем как есть. С другой стороны, это дает русским преимущество. Ну, просто потому, что мы немножко хитрее и злее, и мы чуть более подготовлены к жизненным неурядицам. So. If I ever lose a bet, we never speak again. Эта девочка намного трезвее, чем я, хотя я русский. What the fuck? And I drank more rosé. Yeah. I want the same photo like quote Trump. Let's do one more vote for Trump. Be like barely covered and You're hitting someone. Birthday, like in your I have so much time. So Bam. as soon as somebody ends me, I'm just like, Yeah, right in fucking balls. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay. What's your name? Hair on left shoulder, yeah. I don't see your boobs. I can't like. I don't know. No, don't Photoshop it. I have a butt. I fucking know your Photoshop, sorry. But you need to like, yes, less emotions with your face. What's your name? So, like that. Bum. Okay. But you need to be. He's so angry. Make like a really serious face. Okay. Let's shoot that. I'm falling. I don't think I'm gonna fall, but it feels like I'm gonna fall. Чешется. Iron Man ya Wolverine. What are you doing there? Как из Голливуда. Паша докинул меня. Пересаживаемся с лошади на Мазерати. Они раскидали мой материал, сволочи. Вот это моя любимая кошка, она меня больше ценит. Давай экскурс, расскажи что-нибудь. Это AR-15 база. Бренд, который делает, называется Daniel Defense. Вот такие пушки делают, смотри. Мгм. Короче, приклад. Похож на Увеличивается. пластиковый какой-то реально. А, так он легкий. Типа раза в 1,5 легче Калашникова. Калибра 5,56. Натовский патрон у нее. Я не могу понять, где затвор.
О, слушай, чувак, Да. надо собрать всех котов и пушки в одном месте, Да. так, их обнять все и сфоткаться. Ай. Оба. Воу. Бьет, значит, любит. Она побеждает. Короче, делать предупредительный. Предупредительное шипение. Кучу железяк пробивает, вот от них не особо толку. Машину... Тут еще лазер? Да. Охуеть. Практически страйкбол, almost. Секрет от бывшего спецназовца, как заряжать. Короче, в Калифорнии законы ебанутые по поводу оружия. Ага. Поэтому вот эта кнопка, которая вытаскивает магазин, она залочена. Это чтобы масс-шутинг не делали. То есть Ага. после всех этих случаев, когда школьники приходили и убивали толпу людей, делали законы, которые запрещают там некоторые моменты. И чтобы ее заряжать, нужно проделать вот такую вот процедуру ебанутую. Вытаскивать вот этот вот штырек, вот так вот ее открывать и заряжать магазин вот отсюда вот изнутри. По одной, да? Да, по одной ты засовываешь, и вообще он на 30 патронов, но здесь стоит такой блокер, и он позволяет только 10 патронов загрузить. Пиздец. Это тоже калифорнийский закон, то есть в других штатах нормально, никакой темы нету. Зато ты школьников не завалишь кучу. Или кто там недавно геев валил там у вас, да? Да-да-да, во Флориде. В районе 1000, по-моему, здесь. Дичь. Алло? Про оружие в Америке идет очень болезненный и долгий диалог. С одной стороны, американцам долгое время внедрялась и внедряется мысль, что это право, священное право американцев хранить оружие. С другой стороны, на данный момент в этой стране высочайший уровень смертности от огнестрельного оружия. И это вполне естественно и логично. I don't wanna be cruel, and I'm asking for forgiveness. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a man I can use. Take me by the hand, only you. It matters how you lay me down. I'm like, actually, I'm more Do you know how to do this? I don't know how to, like, so I gotta protect my face, right? you see this guy, first you like this. So it's, yeah. But then, When did it go wrong? I'll never know. Dead. Actually, Dead. the best combination is like, you know, I balls, didn't slow then down. chest, then face. I go round and round. So, like, Thinking of die. Die, die, die. Yeah. And you know, Here, balls, there's balls, it's too then much chest, and then that happens. Did you find out that it's called like, you know, shampoo. I hate it in the city of my where you were so cold. Putting more The shampoo. truth only wanted for you to He's say. dead. I killed him. Yeah. I'm in the dark. Ooh, I thought I'd die. Did you find out that it was hard to write? I had love in my throat. I won't Вот эта штука не захотела фоткаться со мной пушкой. Сумка на две пушки. Охренеть. Это шотган, что ли, Это блядь? шотган, короче. Это Ебать. самый короткий шотган в мире. Фирма Kel-Tec его делает, американская. Охренеть. Смотри, какой он короткий. Ну, зашибись, чё. Заряжается вот сюда, вот засовываются патроны. Ага. Сюда вот. В дупло. В дупло самое. Вот здесь, короче, хранятся и здесь. А подствольный гранатомет можно прицеплять к нему? Подствольный можно. Смотри, видишь, у него рейл снизу? Ага. Можно сюда вперед. Круто.
Вот этот шотган Kel-Tec ESG, это шотган, который используется для ближнего боя внутри города. Он короткий, его удобно носить, то есть обычный шотган, он вот такого размера. И весит 2 килограмма. И весит дохуя, да. А этот, короче, короткий. И в помещении им легче маневрировать. Вообще после армейских автоматов эти штуки такие легкие, пластмассовенькие. Это армейское оружие. Вот это, по крайней мере, 15%. Этот тоже легкий, как Вот с моя такой жизнь. хуйней, вот с такой хуйней, но... Код тяжелее, чем автомат. Специально облегченная Слушай, я думал, версия. сам 16 ходит вообще. Вот это вот, по-моему, это титан, ну, очень легкий рейл. Ну, чувак, прикольно, конечно, только они лежат, типа, такие... Не, нифига они не лежат. Я их периодически вывожу в тир. Мы ездим на природу стрелять из них. В котов? Можно поехать в пустыню и вообще стрелять, короче, наставить там мишени разных. Там официально это можно делать. Как будто Новый год, знаешь, подарки. Вот это на самом деле, это не винтовка, это пистолет. Она просто выглядит как винтовка. Вот, потому что я собрал так называемый кит. То есть, если вот эту вот хуйню подвинуть назад, вот он в масле весь. Вот это вот ружье стоит где-то $900 примерно. Так, Вот эта вот пушка стоит в районе 2000 со всей комплектацией. Вот это вот у меня в руке сейчас, это пистолет Glock. Если присмотреться, видишь, это пистолет обычный? да. Сверху на него накручен кит израильский. У него ручка вот такая, и рейл сверху добавляется, и приклад. То есть ты можешь теперь делать упор, и он будет... Так, а у Глока же отдачи никакой нет вообще, нахуй Да. надо? Ну, не, на самом деле, стрелять с рук вот так вот и стрелять с упором, Ну это да, две согласен, разные вещи, согласен, потому что точность просто максимально разная получается. Там еще можно очень быстро стрелять. Ну, Можно очень быстро стрелять, да. Вот тут, короче, мы включаем этот прицел, смотри, он зеленый будет. сейчас. А, во-во-во. Нашел? Да. Видишь, он Крестик двигается? такой, да. Да, крестик, ага. Ну, прикольно. Просто пистолет Glock, он довольно скучный, но с этой хуйней он такой прикольный вид у Вообще, него. да, сексуально. Вообще дико, да, выглядит? Как автомат, блядь. Да. Самый прикол то, что на этот Glock, на пистолет, можно поставить такую маленькую хуйнюшку сзади, которая делает его полностью автоматическим. Пиздец. Как она заряжается? Делаешь вот так. Ага. Видишь? Там патрон должен быть. Заебись. Такая хуйня. Так, это третья была пушка, да? А еще что-то есть? Да. Оружия в этой стране очень много. Хранить его можно в каких-то неограниченных вообще масштабах. В некоторых штатах можно владеть артиллерийскими установками. В нашей стране, естественно, такое представить просто невозможно. То есть те базуки, которые я видел только в играх, там можно реально покупать и хранить. И с них даже можно стрелять легально на каких-то полигонах. Watch on vegan. I'll never be sober. I couldn't believe it, but now I'm so high. Ребят, у нас тут охуенные кадры, но я забыл, где прячется... А, вот он, блядь. Archie Moore. Archie Moore. Очень vegan. Очень. Awesome. Maybe I don't know. You can like play with this. Again, watching me. Really funny vlog. I'm here. So right now you can do like that. Wow. Так, ребят, мы снимаем в туалете. Камеры все сдохли, все батарейки сдохли. Осталось только блогерская. Can you do some with this? I guess we have nice video. Open the lips again. Let's make an interview. An interview. Друзья, я поскальзываюсь, мы бьемся ногами об эту камеру, которая валяется на полу, какие-то шмотки, ну как обычно. Габриэла всегда прекрасна, даже пьяная. А я себя не буду показывать, потому что я не такой прекрасный, как Габриэла. Мы заканчиваем, мы пропустили большую часть съемки, мы очень напились. Розовое вино в Америке слишком сильное. Габриэла, say one phrase for my guys. Girl power.
В Калифорнии запрещено оружие, которое автоматическое, да? То есть, когда ты нажимаешь, оно бесконечно стреляет. Чтобы нельзя было толпу геев валить. Да, exactly. Но продаются по интернету такие вот штуковины, да? Вот эта вот хрень. Вот она выглядит вот так вот. Превращает пистолет Glock в полностью автоматический пистолет. То есть ты в него засовываешь большую обойму, на 30, на 100 патронов можно засунуть. Видишь, смотри, тут гайд, как типа сделать ее. Пиздец, еще и вручную надо делать? Ну да, иначе оно незаконно типа. Ага. То есть ты на станке, А зачем они тогда продаются? чтобы я мог сделать автоматический Почему их не пистолет. посадят? Потому что это законно. Пиздец. Потому что есть такой закон, что типа, когда ты сам сделал пушку, то все нормально. Жесть какая. Вот. Пистолет, который называется 1911 Colt TRP Tactical. Это очень крутая пушка. Она 45-го калибра. Пиздато. Я думал, у тебя револьвер колет. Нет. Мне нравится рукоять. Рукоять офигенная. Какая-то, у неё блядь, рукоять кастомизированная. офигенная была. Блин, Да. этот пистолет тяжелее, чем эти автоматы ебучие. Да. Пиздец. Даже если В штанах носить. Да. Мои шорты как раз Штаны влезли, чтобы свалятся, торчало штаны немножко. свалятся. Давай мне все свои деньги. Давай мне все свои деньги. Друзья, краткая история вообще Виктора, меня и этой квартиры. Я в прошлом году, когда отправился в Европу, решил сразу стартануть в Америку, чтобы не возвращаться. И мне вообще в России не хотелось оставаться, потому что я там слишком много тусил. И мне за 2 часа до отлета написал какой-то чувак просто в Фейсбуке. И такой говорит, я на Бёрдингмен уезжаю, ты не хочешь пожить Хата у меня? остается. Да. В Даунтауне у меня, короче, хата есть. И я такой, типа, окей, так мы У меня познакомились. хата вообще такая шлюшка, она много у кого была. У Саши Ой, хостел. 2 раза тоже. Здесь вид такой вот. Ну, расскажи нам про Сашу Камеру, давай. Прямо. Что, интриги, скандалы, расследования. Да нет, просто оставался у меня вот и все. Короче, По такому же сценарию, как и ты. вот слишком много людей к нему хотело в хату попасть, и поэтому он завел себе кучу пушек. Теперь он просто ждет, когда кто-нибудь придет к нему домой и начинает стрелять. Вот этот вот, это 9 миллиметров. Глок. Да, вот этот вот, который побольше, это для вот этого пистолета. Так. Вот это вот 5,56, это для винтовки, для черной. Вот этот Калашникова, Не все черные. 7,62. У тебя нет Калашникова пока. 7,62, ну пока нет, он скоро будет. И вот это вот от русской винтовки Вепрь, которая называется, ну, короче, крупный калибр очень. Выстрел такой громкий, что просто пиздец. Но она Короче, охотничья, да, даже, ну да, на какой-нибудь там медведя или чтобы броник пробить нихуёвый. О! Ну все, начинается. И кошка посреди войны. Легкий элегантный укус. Даже детям дают стрелять из огнестрельного оружия. И для нас это все как-то может казаться дико, пока ты там не оказываешься и не понимаешь, что в принципе все это работает, никто никого практически не убивает. До тех пор, пока ты не столкнешься в жизни с такими ребятами, но я пока не сталкивался. Опять же, ощущение того, что в стране у любого человека может быть огнестрельный какой-то девайс, думаю, многих это держит всегда в такой очень спокойной лодке. Ты не будешь там пытаться со всеми пиздиться. Вообще, если ты достаешь оружие в большинстве штатов, ты должен быть готов умереть довольно быстро после этого, потому что копы реагируют на это вот как на красный флажок. Достал пистолет, сдохнешь. Друзья, мы заканчиваем, но Габриэла решила перед такси немножко курнуть. В Калифорнии это легально, и вы слышите этот запах на каждом шагу. What should I say? Should I say something in Russian? Tell me. Фу. Друзья, Габриэла сказала, что подписана на меня в Тумблере еще года 3 назад. А вы подписаны? Tumblr at least like 4 or 5 years ago. Все, друзья, это было прямое включение из последней, наверное, сегодня видео. Хотя мы еще с Димой, может, пойдем в клуб. Друзья, у нас снова приключение не прошло и 6 часов с тех пор, как мы начали спать, как мы едем стрелять из больших пушек в пустыню. I got your bitch on the water bed, ayy. That bitch, she give me a lot of head, ayy. I fuck with a chick, got a lot of bitch, ayy. Ain't nobody fuck with my government, ayy. Мы на стрельбище. Здесь очень заебывает без наушников. Успешный успех. Почти в глаз. Весит какая-то. Засовываю один, потому что сломанный магазин у него.
О, почувствуй, как будто у тебя маленький член. Компактный, да? А вот. Good? А вот застрял, да? Да, застревает. Мне кажется, там немножко другие патроны, нужно другого. Апгрейдик. Пиздец. Просто да? какой-то... Видишь, хорошо, что Хиллари не пришла к власти. Хотела закрыть полностью. На месте был бы олимпийский плен. Да, кстати. Пневматику в школе, смотри, заряжаем. В общем, страна, конечно, очень оружейная, но это зарегулировано вот так вот. Находятся умники, которые умудряются провозить арсеналы в отеле в Лас-Вегасах и расстреливать сотни людей, но у нас там от боярышника или, давайте вспомним просто пожар в Хромой Лошади. Я не думаю, что оружейные проблемы в Штатах по масштабам больше, чем общие какие-то концептуальные проблемы в нашей стране. Ребят, да вспомните хотя бы эпидемию СПИДа, которая сейчас у нас идет. Посмотрите статистику по Екатеринбургу. Не знаю, мне кажется, что с оружием в Америке все не так плохо. Масс-шутинг раз в год — это даже не сравнится с нашими там самолетами, падающими или горящими клубами по 300 человек. Вот что значит оказался не в то время, не в том месте. Чуваки, просто на стрельбище сейчас пришел олень. Да. Поглядел на него в снайперский прицел. Я думаю, что если мы застрелим, то здесь будет штраф как минимум за это. Нет. What if I'm shooting, and he's just like, So you need to go to the court. The judge. Короче, ребят, если пристреливаешь оленя, ты идешь в тюрьму, и у тебя отнимают все твои пушки. Пришел олень на стрельбище, и поэтому все закрывается. Просто террор. Четко. Постреляли, поснимали, и в оленя не попали. Какой я рыкер. Купил себе наушники модные. Буду в них в самолете летать. Come up to the office, you sang your party. I owe you some money. You owe me your lips. I'm gonna give tips. And I heard your boyfriend is out of town. Baby, aren't you hungry? I could feed you cookies. I could get my car keys. Oh, what a cute dress, but right now it's useless. I heard your boyfriend is out of town. He's out of town.